Здравствуйте, дамы и господа. В эфире программа «К нам приехал» на телеканале «Ля Минор». И я ее ведущий Виталий Волин. Сегодня нас осчастливила своим присутствием, своими песнями осчастливит певица Вера Снежная. Спасибо за представление. Всем доброго дня, прекрасного настроения. Да здравствует шансон, да здравствует ля минор. И в эфире звучит песня, которую мы исполняем с Михаилом Шеллигом дуэтом. Сегодня я постараюсь петь одна. Это песня «Карточный домик». Я думаю, многие из вас ее знают. Итак, звучит песня «Карточный домик». Играли с тобой в любовь, мы потратили много слов. Мы с тобою, как два игрока, возводили дом из колоды карт. Но подул легкий ветерок, кто из нас не сдержал упрек, и рассыпался домик сам. Разлетелись карты по сторонам. Карточный домик, призрачный домик нашей с тобой любви. Карточный домик, призрачный домик мы уберечь не смогли. Карточный домик, призрачный домик, рушатся стены и кров. Наша любовь, это наша любовь, словно карточный домик. Наша любовь, это наша любовь, словно карточный домик. Не собрать нам упавших карт, страсть прошла и прошел азарт. Нам с тобою понять пора, что любовь не забава и не игра. Если все же любовь игра, то скажи, кто кого обыграл. В этом кроется весь секрет, ведь в любви победителей нет. Карточный домик, призрачный домик нашей с тобой любви. Карточный домик, призрачный домик мы уберечь не смогли. Карточный домик, призрачный домик, рушатся стены и кров. Наша любовь, это наша любовь, словно карточный домик. Наша любовь, это наша любовь, словно карточный домик. Уважаемые дорогие зрители, от всей души хочу пожелать всем присутствующим настоящего фундамента в любви, и чтобы никакие ветра не разрушили вашу любовь. Мы играли с тобой в любовь, мы потратили много слов. Мы с тобою, как два игрока, возводили дом из колоды карт. Карточный домик, призрачный домик нашей с тобой любви. Карточный домик, призрачный домик мы уберечь не смогли. Карточный домик, призрачный домик, рушатся стены и кров. Наша любовь, это наша любовь, словно карточный домик. Наша любовь, это наша любовь, словно карточный домик. Словно карточный домик, карточный домик. Дамы и господа, в эфире программа «К нам приехал» на телеканале «Ля Минор». Мы в прямом эфире. Звоните нам, телефон у вас на экранах. И заходите к нам на сайт laminor.tv.ru, чтобы задать вопрос нашим гостям. Сегодня же у нас в гостях
певица Вера Снежная. Боже мой, Виталий, ты, как всегда, сама галантность. Ну, Спасибо так- большое, очень так приятно. Как учили, как Спасибо. мама с папой учили. Вера, ты знаешь, я вот сейчас смотрел я на тебя уже несколько лет назад на сцене. И такое ощущение, что ты просто действительно родилась на сцене. И мне кажется, с детства у тебя просто не было какого-то разброса выбора, кем стать, каким стать и вообще что делать в жизни. Я прав или я лев? Ты лев, потому что ты вот такой ну вот. сейчас в данном случае я прав? Ну, в принципе, ты знаешь, мало того, что ты галантен, ты еще и провидец, могу сказать, что, в принципе, практически так и случилось. Родилась я через какое-то время, когда уже вот себя помню себя с 3 лет. Папа привез, у меня папа был капитан дальнего плавания, он привез из-за границы тогда супер новомодный магнитофон японский, кассетный. Наверное, И какой-нибудь то Sony есть для или того что? времени, Ну-ну-ну. я не помню, какая это была марка, вот, но, может быть, даже и Sony, но там был одна замечательная вещь, там был микрофон. Вот, и вот где-то лет с 3,5 я уже вот старалась, устраивала домашние концерты, рассаживала всех своих родственников, хотели они этого или нет, чаще всего хотели, особенно пришедшие гости. На табуреточку меня не ставили на стульчик, а как-то так вот все само собой у нас зрительный зал организовывался. Вот. И, собственно говоря, все это произошло как-то так очень плавно, прошел период до 5 лет. Потом моя сестра, которая училась старшая в тот период в музыкальном училище, она меня взяла с собой на капустник. Меня там увидели, услышали, я там спела какую-то детскую песню. И, значит, подошли к моей сестре, соответственно, так как она была ответственна за меня. И, собственно, сказали, что вот нам понравилась девочка, поет хорошо, такая бойкая. Вот. И, собственно, есть такая группа «Краяне». Вот, полтавская группа, я родилась в Полтаве. А как переводится? «Краяне». Ну, вот, типа, наверное, я не знаю, близко к землянам, может быть. Где-то что-то вот краяне. Ну, мне было 5 лет тогда, и меня пригласили во взрослый концерт, то есть принять участие в праздничных концертах. Вот в 5-летнем возрасте я стала солисткой взрослой такой группы. Вот, и так это очень все серьезно воспринималось мной, и мне там объясняли, пытались что-то рассказывать, что здесь будут зрители, здесь будет вот, яркий свет. А я говорила, да ладно, что вы, все будет хорошо, не переживайте. Я вот отчетливо помню. Самое этот главное, вы момент. не волнуйтесь, у меня все в порядке. Вот, помню закулисье, как меня мама пуховым платком кутала от сквозняков. Она все время говорила, за кулисами такие сквозняки. Мой дебют состоялся во Дворце Украины в городе Киеве. Вот. Писали Это как? газеты. Это первые гастроли были или просто на конкурс приехали туда? Это были праздничные концерты именно, потому что тогда же филармоническая система была. Именно от Полтавской филармонии приехала в город Киев группа «Краяне», где солисткой была тогда я. Ну и как концерт прошел? Концерт прошел великолепно, и меня даже, мало того, стали узнавать люди. Это телевидение, все освещалось? Это телевидение, тогда еще ведь не было «Утренней звезды» и никаких других детских. То есть, ну, были, может быть, какие-то веселые старты, я, честно говоря, плохо помню. Но помню, что вот меня стали узнавать, в газете обо мне написали, и даже Троицкий, да? Артемий Троицкий написал страшную критическую статью обо мне. Использование детского труда в шоу-бизнесе. Ну, где-то что-то типа того. Ну, он такой коварный дядька-то такой есть. Есть такая тема. Ну, тогда, тем более, это же был Советский Союз. Но был такой очень момент, опять же, запомнившийся мне с того времени, с того момента, таким вот приятным ознобом по телу. Ко мне подходили люди и говорили, боже мой, это же та девочка, которая вот пела песню, вы помните, а можно у вас автограф взять? Возьми мальчика, мама там какая-нибудь, иди, возьми быстро у девочки автограф. А девочка тогда читать хорошо умела, в смысле, я читала уже так-то. Достаточно 5 бегло. лет, ну, раненько, но все-таки Ну, похвально. понравилось мне, спасибо. Вот. А писать еще нет. Ну и вместо того, чтобы что-то написать, рисовала вот цветочки, листочки. Уже говорила об этом в интервью. Ну, повторюсь. Повторилась практически. Понятно. Ну, я предлагаю спеть следующую песню. С удовольствием. «Все будет так» называется песня.
И в гостях у нас Вера Снежная, господа. Спасибо. Это дебют, премьера песни на ля миноре. Она совершенно буквально недавно записана, эта песня, поэтому не судите строго, простите Христа ради, буду вот заглядывать, если вдруг чего забуду. Пусть будет так. Это песня «Пожелание». И пусть любовь когда-то не сложилась, и пусть мечты срослись напополам, да только я совсем не изменилась, и вам пою от всей души, друзья. Так пусть все будет так, налейте водочки, я пью за всех, друзья, за отчий дом. Чтоб всем всегда везло, не по наводочке, а все, что надо, остальное украдем. Пусть много дней ушло и не вернется, да только сердце не стареет никогда. Да и любовь к нам обязательно вернется, и будет жарче той, которая была. Так пусть все будет так, налейте водочки, я пью за всех, друзья, за отчий дом. Чтоб всем всегда везло, не по наводочке, а все, что надо, остальное украдем. Ну что ж, красавчик, ты сидишь, тоскуешь, гони ее на все 4 стороны. Ты отдыхай сегодня, ни о чем не думай, и будут литься песни для души. Так пусть все будет так, налейте водочки, я пью за всех, друзья, за отчий дом. Чтоб всем всегда везло, не по наводочке, а все, что надо, остальное украдем. Пусть много дней ушло и не вернется, да только сердце не стареет никогда. Ты отдыхай сегодня, ни о чем не думай, и будут литься песни для души. Так пусть все будет так, налейте водочки, я пью за всех, друзья, за отчий дом. Чтоб всем всегда везло, не по наводочке, а все, что надо, остальное украдем. Так пусть все будет так, налейте водочки, я пью за всех, друзья, за отчий дом. Чтоб всем всегда везло, не по наводочке, а все, что надо, остальное украдем. Спасибо. Дамы и господа, в эфире программа «К нам приехал» на телеканале ля минор. Мы в прямом эфире, звоните нам, телефон у вас на экранах. И включайте телевизор в пятницу 17:00, чтобы услышать ваши любимые песни в программе «Любимые песни». И заходите на сайт laminor.tv.ru, чтобы оставить свои заявки. А сегодня у нас в гостях певица Вера Снежная. Верочка, ответь мне, пожалуйста, я вот совершенно точно знаю, что ты, ну не знаю, как дружна, но точно знакома с твоей тезкой, землячкой... Веркой Сердючкой говорю. Андреем Данилко. Я ж не знаю, как все это дело сопоставить. Ну, он более известен все-таки, его образ. Вот. С Андреем знакомы, опять же, с детства. Все это вот как-то вот... Знакома как с Андреем. Знаком как с Андреем, безусловно. Конечно, этот образ, он у него собирательный, наблюдательный. Это человек очень большого, огромного таланта. Весы, кстати, тоже как и ты. Секрет твой открыла, наверное. Да, я чуть. А весы, они же творческие. Смотри, у меня вот друзья мои, Шелик, Миша, весы. Андрей Данилко, у весы. Шелега я, кстати, видел 27 сентября, да. Сыночек мой младшенький, весы. А какого числа? Какого? 30
сентября родился, вот буквально 9 месяцев, сейчас 10-й месяц. Слушай, это же спится просто. Это страшный месяц какой. Ну, я думаю, родители наши-то, и ты в том числе, конечно, поработали за год, за 9 месяцев. Какой-то плодотворный такой месяц. Это у нас получается сентябрь, август. Ну, не вычисляй, июль. январь. Январь, Я да? помню, я все знаю. Это потому что вот мне вот Боженька так вот наградил меня таким счастьем. Это ж второй. Первому вот скоро 5 лет будет. Так что я богатый человек. Могу Слушай, ты знаешь, похвастаться. я вот не просто так вот предлагаю нашим телезрителям вопросы в интернет задавать. И вот тебе, соответственно, такой вопрос. Натали, город Москва, очень нравятся ваши песни. Спасибо. Ваше самое большое достижение в жизни. Ну вот сказала уже я. Так Про вот, я достижения. чтобы в долгий Да. ящик не откладывать. Это вот у меня много записанных альбомов, много записанных песен, но, наверное, все-таки это каждый альбом, он как ребеночек рождается, ты знаешь, не мне тебе об этом говорить. Да. Каждая песенка, она вот как-то вот все это нужно пропустить обязательно, безусловно, сквозь себя. Вот. Но рождение ребенка, что называется, в реале, да, как сейчас принято говорить, это ничем не передаваемое ощущение, никак, вернее, не передаваемое. Это просто вот чем старше становятся детки, тем я ощущаю вот это вот счастье, которое вот у меня есть. Я бесконечно рада этому. Так, мы начали с Андрея Данилко, который родился во время весов, скажем так, в сентябре. В пионерском лагере мы с ним познакомились. Я была председателем совета дружины. Он подошел ко мне, я там делала такую программу к родительскому дню, Он музыкально-развлекательную. подошел и сказал тебе: разрешите отдать вам честь. Ну, в принципе, тогда вот, да, это было вот, рапорт принят, вольно, разрешаю лагерный день начать, флаг на матче поднять. То есть, вот, он подошел, на самом деле, немножко не так. Он очень был скромным человеком, и, наверное, он таким и остался. Вот, на протяжении столько времени он действительно очень скромный человек. Он, прикрывая рот рукой, а можно, ну тогда же мы на «ты» говорили, да? Можно, я хочу тоже вот показать один такой номер, только это будет пантомима. Я говорю, я еще сижу и думаю, наверное, он хочет там песню спеть. Я говорю, что это стихотворение там, или может что-нибудь там, какой-нибудь там акробатический этюд. Нет, говорит, пантомима. Я говорю, надо же, удивительно. Ну, хочешь, пойдем, я тебе покажу, только чтобы никто не бачил, только чтобы никто не видел, соответственно. Мы пошли, вот у нас был кинотеатр, значит, и там вот при свете одного фонарика он мне показал пантомиму, я была шокирована, поражена, и как бы, может быть, еще тогда не до конца осознавала это, но меня очень удивило, поразило, как бы то, что он мне показал в тот момент. То есть это действительно было очень талантливо. А потом были? А потом мы подружились, учились вместе в театральной студии, причем поступили туда не сговариваясь, я на Полтаве год всё, да? раньше, в Полтаве, театральная студия «Гротеск», вот, и, собственно говоря, ну, и потом уже стали ездить вместе на гастроли в разных программах, ну, очень был тогда и «Шире круг», и «Звездный дождь», много мы очень поездили, вот, но до этого у меня случилась такая ситуация, мне было 16 лет, меня пригласили в группу «Фристайл». Такая группа, я была там. Я помню, нашумели они. Вот. У меня было всего-то навсего 3 песни, которые вот они были записаны. Ну, Вадим это я сейчас Казаченко там, могу. по-моему, да? Безусловно, да. Мы сейчас тоже общаемся, рады видеть всегда друг друга. Вот. Тогда еще он работал в составе группы «Фристайл», Толик Киреев, он сейчас в Америке. В общем, рассказывать можно бесконечно. Но я хочу Ну, ты нам предложить, самые да, лакомые такие кусочки давай, по чуть-чуть. по чуть-чуть хочу песню спеть. Да не Которая вопрос. тоже, она, вы знаете, это международного такого значения песня. И пусть это не прозвучит высокопарно, поймите меня правильно, но эта песня, она, почему международная, собственно говоря, она записана была, значит, автор спел в Америке, то есть он мне предложил дуэт, спел, прислал.
я тоже спела свою партию. Гениальный, великолепный Геннадий Туксишвили, аранжировщик всех времен и народов и многочисленных исполнителей шансона, он все это дело свел, и вот получилась такая Сидит песня. тихонечко себе в Полтаве. И... Ну, я не знаю насчет тихонечко, потому что он работает на радио, не буду говорить на каком. Это же, чтобы не... Вот, и штампует хиты, чувак. Молодец. У него очень хорошая студия, и вообще человек бесподобный. К тому же, по совместительству он является мужем моей сестры. Вот как. Многие люди ему благодарны, в том числе и я, Геннадий, низкий поклон. Ну, это аранжировщик моего тоже первого альбома. Вот, действительно мастер уха, скажем так. И, Слова и клинка. Нет, ухо у человека просто замечательное. И действительно. вкус хороший. Да. Спасибо за хорошие слова. И вот, собственно говоря, вашему вниманию песня, которая международная, это дуэт. Наверняка вы тоже слышали эту песню. Вот буквально вот с сентября что-то как-то так получилось. Отвезли на радио, она понравилась, прозвучала, понравилась слушателям. Ее стали заказывать, чему я, ну, как бы, собственно, в эфир. Песня «Случайный роман», который... «Случайный роман». Ну так слушаем же. Ну, я же хочу сказать, что у нас же не случайный роман. Тем не менее, поехали, сказала уже. Кто знает слова, давайте споем ее все вместе. Я тебя отпускаю осенним ненастьем, я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман, случайный роман, случайный роман. Почему же так сердце болит по утрам? Случайный роман, случайный роман. Почему не уходит твой образ в туман? Я тебя отпускаю к жене и к детишкам. Я тебя отпускаю, мой взрослый мальчишка. Доктор время залечит душевную рану. Назовем это просто случайным романом. Случайный роман, случайный роман. Почему же так сердце болит по утрам? Случайный роман, случайный роман. Почему не уходит твой образ в туман? Будут руки мне сниться твои, мой любимый. Ты хотя бы во сне будь моей половиной. И пускай сладкий сон уплывает дурманом. Назовем это просто случайным романом. Случайный роман, случайный роман. Почему же так сердце болит по утрам? Случайный роман, случайный роман. Почему не уходит твой образ в туман? Случайный роман, случайный роман. Почему же так сердце болит по утрам? Случайный роман, случайный роман. Почему не уходит твой образ в туман? Уважаемые дорогие телезрители Ля Минор, я очень надеюсь, что у нас сегодня совершенно абсолютно не случайный роман.
И, конечно же, дай Бог вам счастья, любви, всего самого-самого наилучшего, чего можно только представить. Да здравствует песня! Такая вот песенка. Дамы и господа, в эфире программа «К нам приехал» на телеканале «Ля минор». Мы в прямом эфире, звоните нам, телефоны у вас на экранах. И заходите к нам на сайт laminortv.ru, чтобы задать вопросы нашему гостю. Сегодня у нас в эфире певица Вера Снежная. Верочка, видел я клип твой «Девчонка из дальнего города». Это какой-то, ну, не знаю, обобществленный клип, обобщенный, вот так вот, или это что-то вот есть автобиографическое в этом? Расскажи, пожалуйста. Ну, очень много приезжих в городе Москве, и принимает, может быть, не всех с распростертыми объятиями, но многие из нас приехали в этот прекрасный, замечательный город, который я полюбила всем сердцем и всей душой. И даже вот буквально отдохнуть куда-то, уехать, да, дней 10 это максимум. Но сейчас, может быть, немного больше по причине того, что ну, вот с детками хочется, чтобы они на море, там искупались, на солнышке позагорали. Вот. А так очень зацепил меня этот город с детства. У меня дедушка москвич, вот, один, который папин отец был. Вот. А мамин отец, он в Филадельфии у нас проживал. Вообще, конечно, разговор очень долгий и длинный. Решил в глушь уехать Вот. за океан. По поводу клипа. Снимали клип о Москве, собственно говоря, потому что там слова такие, ну, вы, наверное, знаете. Кто слышал, тот знает, что девчонка из дальнего города приехала в Москву попытать счастье и судьбу. Снимали о Москве в Питере, на Московском проспекте. Почему Нормально. именно песня? О Москве в Питере. Ну, зато проспект был московский. Не, ну, в принципе, у нас Америку всегда в Ялте снимают. Да. Понравилось. Ну, режиссеру понравилась клипа, песня, именно это. Вот решили, как-то договорились, и там образы такие, я же, у вас даже вот на сайт я заходила, посмотрела, я там немножко видоизмененная, так сказать, в плане того, что у меня образ был такой, светлые волосы, голубые глаза, вот, и в клипе, то есть я то такая, то сякая, те, кто меня не знают лично, те, конечно, ну, как бы как-то вот, в принципе, вписывалась. А те, кто меня знает, меня спрашивают, почему ты такая, сякая. Вот, ну... Не, ну не сякая, а такая. И надеюсь, что не сякая. Ну вот задумка такая была, что вот певица Вера Снежная рассказывает о судьбе темноволосой и темноглазой девушки. Я там все это воплощалась как могла, в общем, чудеса грима, так сказать. И опять же контракт у меня был с компанией, которая выпускала мои альбомы, занималась моим проектом, теперь так модно говорить, проект. И ты должна была быть исключительно голубоглазой блондинкой. Понятно. Но я когда не хотела быть такой, я не была, потому что ну, вот существуют всякие ухищрения, мне говорят, действительно очень... Вот Кайметов, приятель, хороший, Опять же, Кайметов. известный, он мне порекомендовал, говорит, ну, он пошутил, собственно. Он сказал, слушай, можно ведь теперь, собственно, в одной программе чуть ли не 2 раза. И когда... Че, двойной гонорар, хорошо. Так, именно эти слова он и коммерчески произнес. подходит, молодец, чего тут еще скажешь? Вот, насчет гонораров не знаю, но был момент такой, вот я, значит, и так, и сяк. Ну, надеюсь, что не сяк, но... Вот, ну так. Да, да. Не, а что, хорошо. Ну, давай послушаем следующую песню. С удовольствием. Которая называется «Кони-вороны». Верочка, огромная просьба. Я, конечно, понимаю, что ты человек эмоциональный. Когда поешь, мы просто программу
еще будем резать на кусочки, чтобы люди наслаждались твоими песнями еще и в круглом эфире. А Спасибо, то, что приятно. ты счастья всем желаешь, это все прекрасно. Вот. Ну, давай мы пожелаем с тобой счастья в конце передачи. Вначале ты уже это сделала, в середине программы ты сделала. Просто спой. Ну, не знаю. Собственно, это песня пожелания, она сама по себе. Ну вот, Вот, душа поет, вот. сердце плачет, сам понимаешь. Я Спасибо понимаю. за рекомендацию, Виталь. Я учту ваши пожелания. Слушаем песню. Чтобы не было грусти и тоски, давайте веселенькую. Ой, про коду не забудьте. Вы кони, кони, кони вороные, брови черные, локоны крутые. Унесите в полет, нани-нани, край, где миленький живет. Ай, нане-нане, нани-нани-на, нани-най-най-нани-на-на, нани-нани, нани-нани-нани-нани-най-най-на. Ай да миленький имеет много злата, изумрудами леса, поля богаты. Там озер серебро, нани-нани ждет меня давным-давно. Ай, нане-нане, нани-нани-на, нани-най-най-нани-на-на, нани-нани, нани-нани-нани-нани-най-най-на. А за лесом, где и ворон не летает, другой миленький меня да поджидает. Он моложе, бедней, но и любит горячей. Ай, нане-нане, нани-нани-на, нани-най-най-нани-на-на, нани-нани, нани-нани-нани-нани-най-най-на. Вы скажите, что же делать мне до коней? То ли волю выбрать мне, а то ли волю. Ай, доверю судьбу вороному рысаку. Ай, нане-нане, нани-нани-на, нани-най-най-нани-на-на, нани-нани, нани-нани-нани-нани-най-най-на. Ой, вы кони, кони, кони вороные, брови черные, локоны крутые. Унесите в полет, край, где миленький живет. Ай, на-на-на-на, нани-нани-на, нани-най-най-най-най-на, нани-нани-нани-нани-нани-най-най-на. Дамы и господа, в эфире программа «К нам приехал» на телеканале Ля Минор. Мы в прямом эфире. Звоните нам, телефон у вас на экранах. И оставляйте ваши заявки для программы, которая состоится в пятницу в 17:00. Программа «Любимые песни». А сегодня у нас в гостях со своими любимыми песнями Вера Снежная. Я надеюсь, что эти песни и станут любимыми для наших телезрителей. Спасибо. Верочка, Очень надеюсь. услышал я такую хорошую техничную, так вот, особенно в коде произведения, так нани-нани-нани-нани-на, ну, вот, это, слышу я тут такие навыки сценической речи, как мне кажется. Спасибо, дорогой. Очень приятно, что ты это расслышал. Это в каком высшем заведении у нас все это Российская происходило? академия театрального искусства РАТИ, раньше ГИТИС называлось, эстрадное отделение. Артист эстрады я по профессии. Сразу поступила. Как ни странно, как ни удивительно, ни поразительно для меня, вот готовилась много лет, хотела, мечтала, но чтобы вот так вот на собеседование пришла, меня послушали, смотрели на мои компакт-диски уже к тому времени, много было выпущено. Помимо вот Веры Снежной, у меня были еще другие проекты. Мне сказали, ну у вас практика уже, собственно. Чего вы сюда пришли, в принципе? Ну, где-то да, где-то вот. Угу. Ну, учиться-то никогда не поздно. Ну, вот как-то, видимо, я очень искренне об этом сказала. Угу. Они поверили тебе. Взяли, поверили. Рада бесконечно и благодарна
Одиноковой Анне Федоровне низкий поклон. Спасибо вам огромное, Анна Федоровна, за то, что терпели меня, за то, что поддерживали, прощали мои недосыпы, засыпания на лекциях, в том числе на сценической речи. Вот. И, собственно говоря, о шансоне очень много знаний я там почерпнула. А как вообще произошла встреча с шансоном? Как все это было? Ну, Как вот он как-то, увлек тебя? Опять же, до сих пор удивляюсь, честно говоря, потому что, ну, наверное, это такой жанр, который не может не увлечь, если действительно подойти серьезно к этому делу, искренне и со всей душой. Ну вот у нас как-то в детстве, я помню, во дворе слушали песни Вилли Ивановича Токарева. И звучала песня, очень мне тогда запомнилась, «Небоскребы, небоскребы». Я маленький такой, кто бы мог подумать, что я буду счастлива иметь такую честь, вот работать непосредственно с этим человеком, общаться с ним, ездить на гастроли в составе его коллектива. Александр Иванович Кальянов, Люба Успенская, Слава Медяник, Михаил Шелик. Мишенька, обожаю тебя. Виталий Волин, наша компания, в которой мы с тобой познакомились. Кстати, хочу передать привет дружному коллективу Вике Романовой, Наталье Николаевне, Ольге Викторовне. Так, пользуясь случаем, сейчас я барабан принесу только. Сектор приз. Потому что действительно, когда уже непосредственно мы стали работать над сольным проектом «Вера Снежная», Юрий Николаевич Севастьянов, его уже нет. Но он действительно очень много для меня хорошего сделал. И вот как-то так, конечно, его сейчас очень не хватает. Ну, действительно, это шансон, вот он получался. И вот родился такой проект, он предложил. Мы писали с ним сначала совсем другие песни, какое-то время проходило, и он мне говорил, ну что, ты готова петь шансон? Я была, ну, мне нужно было как-то морально, и чтобы, вот, ну, чтобы это действительно было по-настоящему. Это, я считаю, непростой жанр, это, ну, очень сложно петь с группой фристайл, может быть. А мне надо было побывать в зоне, понять, что это такое, пообщаться с людьми. Опять же, огромная практика работы с нашими шансонье, знаменитыми, известными, любимыми. Ну вот, собственно, как-то оно вот благодаря благословению Юрия Николаевича, оно так все вот слилось и срослось. И я очень надеюсь, что это вот те песни, которые для меня пишут авторы, что они звучат по-настоящему, что они находят своего зрителя, слушателя. Вот, и... Слушай, Вера, а что вот у вас за проект был? Ну, вот я вот где-то прочитал, Иван Кучин, Михаил Шелик, Вера Снежная. Это был не проект, это была коалиция, наверное. Это встретились три одиночества, наверное. У нас так случилось, что я уже говорила об этом, вот в прессе писали, что у нас был один продюсер, который... Он тоже вот хотел и пытался делать шансон, вот, и там такие совершенно смешные были условия. Вот, смешные или грустные? Ну, это было бы смешно, если бы не было так грустно, скажем так. Хорошо сказано, не по-женски, хорошо. Не я сказала, подслушала, но мне очень нравится, действительно, емкое такое выражение. Короче говоря, да, вот держал нас, пытался держать этот продюсер в ежовых рукавицах, вот, но благодаря ему, надо отдать должное, что вот мы познакомились с Мишей Шелигом, это был 95-й год. Прошло уже, вот мы столько лет с Мишей не остаемся, с Иваном Кучиным мы тоже дружили, общались. Кто первые крылья расправил оттуда? Угадай с 3 раз. Ну, Иван Кучин, конечно, Иван Леонидович, он сказал, что это не по мне получать стипендию в моем возрасте. Не, красивая стипендия. Да, именно так это называется. Вы, Иван, будете получать стипендию от меня. А еще, пишите, Иван. Еще и условие было такое, нигде нельзя было работать во время... Мы писали альбомы, все, нам это все записывалось, как бы говорилось, что ни в коем случае материал мы не светим раньше времени, нигде не поем, не работаем. Работаем дома.
Вот, или там в студии, вот, все, не более. Шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, ну, расстрел. На месте, понятно. Лишение стипендии. Вот. Ну, сейчас мы вспоминаем все это. Да, мне тогда вот Михаил Владимирович Шелик сказал, что вот Кучин, видишь, ушел, давай тоже убегать нам надо срочно. Поехали к моей тетке в Чернигов. Там Говорю, и укроемся. корова, говорю, есть там? Он говорит, ты что, там целое стадо. Не вопрос. Ну вот до сих пор вспоминаем, вот, смеемся. Но вот первый Мишин день рождения, когда мы отмечали, я ему подарил тогда купленный на честно заработанную стипендию. Корову. Не корову, банку тушенки и рулон туалетной бумаги. В принципе. Ну тоже так, до сих пор все это вспоминаем. И Миша говорит, станем старенькими мы с тобой, такими сгорбленными, но ты, может, говорит, будешь не сгорбленная. Вот, ну, собственно, так. Не, ну Михаил, он оптимист, в принципе. Станем старенькими. Станем суперстарными. Вот О, тогда... как я стар! Да, я суперстар, да. Тогда воспользуемся тушенкой, конечно. Потом туалетной бумагой. Но сейчас не об этом. Не, сейчас-то уже понятно, что другие презенты и подарки, но те были дороги тем, что вот как молоды мы были. Ну, я надеюсь, что я смотрю вот на своих деток и, собственно, понимаю, что вот оно. Молодость. Давай петь. Давайте. Так, над осенней землей. Поем. Поем. Над осенней землей, над крестами распятий, в золотых облаках, посреди журавлей пролетала любовь и большими крылами прикоснулась к душе опаленной моей, и слагая крыла на порог мой случайный, средь печали былых воцарилась она из ладоней моих, серебро обещаний, пламя жарких ночей, все пила и пила, а когда допила, захотела на волю в догоравший закат неземной красоты. Улетала она законным узором на студенных холмах, расцветали цветы. Я другая давно, и любовную небыль разбросала в годах и развеяла прах. Но зачем же тогда я смотрю в это небо, где кричат журавли в золотых облаках?
Но зачем же тогда я смотрю в это небо, где кричат журавли в золотых облаках? Дамы и господа, в эфире программа «К нам приехал» на телеканале «Ля Минор». Мы в прямом эфире, звоните нам, телефон у вас на экранах. И заходите к нам на сайт laminortv.ru. Оставляйте свои заявки для программы по вашим письмам, ваши любимые песни. А я после передачи точно зайду к нам на сайт laminortv.ru и попрошу, чтобы послезавтра прозвучала песня под названием «Над осенней землей». Удивительно красивая песня, просто удивительно. Спасибо, Кто мне автор? тоже очень нравится. Константин Троиновский. Мы тоже с ним работали над проектом. Также его авторству принадлежит песня «Кони вороны», как-то не странно. Для Буйнова он писал песни «Пальма, роскошная грива», помнишь? Ну, честно говоря, как-то я очень редко немножко Буйнова сейчас. слушаю. Ну, он в свое время звучал, как бы, и вот как-то он меня выбирал, как я потом уже узнала, он мне признался, он делал кастинг и выбирал из что-то там то ли 50 певиц, он мне потом сказал, меня выбрал. Вот меня выбрал. Но я не могла не петь эти песни. Я всеми правдами, неправдами, ну, скорее, больше правдами, конечно. Мне очень нравятся его песни. Вот. Человек необычный, талантливый. Вот. Ну, как и В все Москве творческие проживающий люди. или где? Да, он живет в Москве, хотя он как бы тоже приезжий человек. Верочка, прослезилась, Ах, успокоилась. Я предлагаю послушать следующую песню, а ты мне скажешь, она веселая или нет. «Не уезжай в Москву». Ну, судя Не-а. по названию, грустная, не да? езжай в Москву. Не уезжай. Не Тогда... езжай в Москву. Хорошо. Не езжай в Москву. Хорошо, хорошо. Никогда, никогда. Ну, пока настроение такое лирическое, я думаю, эта песня будет, наверное, в тему. Да, тем более, что она очень веселая. Поехали. Поехали. Поем. От нашей баньки до Кремля далеко. Прибыл Вовочка, командировочка, столичный парень из метро. Все про ленинские горы заводил он разговоры. Говорила маменька, не езжай в Москву, там за заваленкой найдешь печаль, тоску. Там дали высотные, закрыли солнце свет, там даже снег черный-черный
маленька, дал телефончик магазина «Заря». Да, полтретьего Ахметку встретила, и за прилавок стала я. И 10 лет почти не спала, все торговала, торговала. Говорила маменька, не езжай в Москву, там за заваленкой найдешь печаль, тоску. Там вдаль высотные закрыли солнце свет, там дождик черный-черный, машины обреченный. Дом мой новенький, да тесовенький, от нашей баньки до Кремля 100 шагов. Бывший Вовочка, командировочка, он при дворе истопником. Все про ленинские горы, ведя с дровами разговоры. Говорила маменька, не езжай в Москву, там за заваленкой найдешь печаль, тоску. Там дали высотные закрыли солнце свет, там дождик черный-черный, машины обреченный. В Москву, там за заваленкой найдешь печаль, тоску. Там дали высотные закрыли солнце свет, там дождик черный-черный, машины обреченный. Говорила маменька, езжай в Москву, там за заваленкой найдешь печаль, тоску. Там дали высотные закрыли солнце свет, там дождик черный-черный, машины обреченный. Говорила маменька, доченька, не езжай в Москву, там за заваленкой найдешь печаль, тоску. Там дали высотные закрыли солнце свет, там дождик черный-черный, машинами обреченный. Дамы и господа, в эфире программа. Нам приехал на телеканале Ля Минор. Мы в прямом эфире, звоните нам. Телефоны у вас на экранах. И сегодня нас агитирует не езжать в Москву Вера Снежная. Верочка, вот ты сказала, что ты выступала на зонах для заключенных, а вот в горячих точках приходилось ли тебе работать? Да, это был 98-й год, еще там шли военные действия. Ну вот такой большой самолет. Мне сказали, что решай сама, хочешь, не хочешь, как хочешь. Я сказала, что, конечно, хочу. В дивизии Дзержинского провожали, встречали ребят. Вот. Очень тяжело об этом говорить. Вот. Но я посчитала, что своим долгом, несмотря на то, что я вот пока еще являюсь гражданкой другой страны, как это не парадоксально. Полтавы который? Полтава, да, это Украина у нас. Такая дружественная республика. Вы знаете, для меня вообще вот этот вот парадокс, то, что вот нас так разделили, ведь мы же настолько за эти годы срослись, и культура, и история. Ну да ладно, не мне об этом судить, видимо. Хотя в песне можно сказать о многом. И вот в дивизии Дзержинского после этих концертов, конечно, было, как сказать, я не знаю, у меня нет слов. Это была такая боль человеческая, душевная, потому что ребята возвращались без ног, без рук, и как-то вот, но на концертах они присутствовали, вот. И когда вот я там побывала непосредственно, кстати, Алексей II тоже, ну, видимо, как эта акция, честно говоря, вот административными вопросами у меня занимается директор, и дай бог ему здоровья, терпения, потому что для меня главное это студия, сцена, телевидение, ля минор и мои детки, песня. Не, а это даже не оговаривается. Следующая песня у нас «В бокале вина». Отлично. Можно буквально пару слов, я бы хотела сказать. Эта
эта песня, она нравится многим музыкантам. И я надеюсь, что тебе она тоже понравится, если ты ее не слышал. Вдруг. Да ты знаешь, в бокале вина уже хорошо звучит. Поэтому люди, имеющие непосредственное отношение к музыке, они, в принципе, имеют непосредственное отношение к бокалу уже в любом случае. Потому что музыкант и бокал часто ассоциируются как понятие тождественные. Слушаем с удовольствием. В бокале вина уснул вчерашний день, оставил в душе моей печали тень. От меня ты далеко, не дотронуться рукой, если в руке тяжело, так хочу я быть с тобой. В бокале вина уснул вчерашний день. Счастье не может вечным быть, море разлуки не переплыть. Ты на свободе, а я вдали, не получаю письма твои. Счастье не может вечным быть, море разлуки не переплыть. Я на свободе, а ты вдали, не получаю письма твои. В бокале вина уснул вчерашний день, и чья тут вина? Разбиты зеркала, все осколки не собрать, в холода не отогреться, так легко порой солгать, только все остается в сердце. В бокале вина уснул вчерашний день. Счастье не может вечным быть, море разлуки не переплыть. Я на свободе, а ты вдали, не получаю письма твои. Счастье не может вечным быть, море разлуки не переплыть. Я на свободе, а ты вдали, не получаю письма твои. В бокале вина уснул вчерашний день, уходит любовь туда, где темнота. От меня ты далеко, не дотронуться рукою, без тебя мне нелегко, так хочу я быть с тобою. В бокале вина уснул вчерашний день. Счастье не может вечным быть, море разлуки не переплыть. Я на свободе, а ты вдали, не получаю письма твои. Счастье не может вечным быть, море разлуки не переплыть. Я на свободе, а ты вдали, не получаю письма твои. В бокале вина. Дамы и господа, в эфире программа «К нам приехал» на телеканале «Ля минор». Мы в прямом эфире. Звоните нам, телефон у вас на экранах. И заходите к нам на сайт laminortv.ru, дабы задать вопросы нашим гостям. Сегодня в эфире у нас певица Вера Снежная. Красивая песня, красивая, Спасибо. согласен. Так, Гена, наверное. Гена. Слышен почерк мастера, слышна рука. Написал Валерий Литвиненко, он тоже из Полтавы. Такой он, как сказать, с большой практикой музыкант.
И мне очень жаль, что он не стал сам исполнять свои песни. У него шикарный тембр и песни замечательные. Вот. Много ли в твоем творчестве дуэтов было? И самый яркий, с кем бы ты хотела спеть? Дуэт. Давай с тобой, может, что-нибудь запишем, если ты не против. Я не люблю дуэты. А, вон оно что. Я просто не люблю. А я полюбила, ты знаешь, потому что это дает возможность общения с замечательными, талантливыми, хорошими людьми. Вот с Мишей Шеллигом мы записали «Карточный Не, домик». вот знаешь, вот моя позиция какая. Если человек может, в принципе, ну, я вот рассуждаю как мужик в первую очередь, как автор. Вот, если я могу что-то сказать сам, вот, это настолько внутренне должно То есть ты не быть. доверяешь? Не то, что не доверяю, я просто, ну, я не вижу смысла раскидывать музыкальные фразы, текст. Ну, я понимаю, есть элементы шоу, может быть, но мне кажется, дуэт, он больше свойственен для женщин. Это, ну, как бы раскрытие более полное какой-то женского образа. А когда мужик рядом, это все на контрасте. Ну, и а это... разве не интересно тебе самому вот попытаться как-то в песне, в произведении вот раскрыть женский образ где-то, может быть, или... Я понимаю, что ты не можешь думать так, как думает женщина, вот, но как бы Нет, есть нет, примеры. можно до 2 лет. Я не знаю, может быть, я просто еще не все сказал вот Я в этом со даже своей не как бы сомневаюсь. ниши, да. Вот, ну, Хотя нет, ты много чего сказал. ну, Весомого, существенного, мне очень клип твой нравится про дядю. ну это не я эту песню написал, но сейчас не суть. Мне кажется, ну вот все-таки дуэт, он больше как бы в характере девушки, артистки, вот, нежели мужчины. Но я не знаю, когда поет Брайан Адамс, этот Стинг и как его, Род Стюарт, но это органично, 3 мушкетера, это понятно, это оправдано. Вот. Напиши мужской дуэт. Это же тоже Ну, дуэт. нет, я бы действительно что-нибудь с каким-нибудь таким... А вот, ну, не знаю. С певицей Стоп! не хочешь. Нет, может быть. Ну, с Бонни Тайлер, например, там, или вот, с Тиной Тернер, ну, вот такого плана. Либо Мне уйти? что-нибудь... Нет, не о том. Я не о том говорю. Не о том. Стоп! Вопросы тут я задаю, в конце концов. Отвечайте, девушка милая, Вера Снежная, давайте. Задавайте. Так я же задал вопрос. Самый лучший дуэт в Самый твоем лучший, творчестве? я думаю, каждый дорог по-своему. Вот с Гариком Кричевским тоже международная песня получилась. Играем «Молчанку». И, собственно, все так срежиссировано было. Наверное, вот оттуда все-таки Его Величество случай. То, что вот... Ну, с Михаилом Шеллигом это понятно. Михаилом известная Шеллигом- очень вещь. Вот. «Играем молчанку» тоже как бы нравится слушателям. И, ну, по отзывам я полагаюсь, как бы, да, на концертах, вот «Случайный роман». В перспективе, раз ты отказался... Может быть, это временно, может, я не дозрел еще. Ну, хорошо, я... Ну, вообще-то мы планируем с Александром Маршалом записать дуэт. Мне очень нравится этот исполнитель, человек, мужчина. И я Не, надеюсь, ну ты все, в что- принципе, сказала, человек, мужчина, а он еще и поет. Я же говорю, исполнитель. И певец. Певец. Так, а я вот думаю, какую следующую песню-то нам спеть? А я хотела сказать, что вот все-таки я надеюсь, что к осени у нас срастется вот эта вот моя мечта, что она сбудется, что мы запишем песню. И те авторы, с которыми я пела дуэты, и исполнители, я хотела бы их пригласить. Мы планируем в ноябре месяце, 14 ноября, большой концерт, презентация. Мой концерт в В Москве Театре сделаем. эстрады в Москве 14 ноября. Милости прошу, приходите. Буду очень рада. И эти исполнители, я, конечно же, приглашу всех своих друзей, всех своих знакомых, артистов и не только. Но в качестве, Артистов в качестве и других слушателей. бездарей. Дорогие друзья, а сейчас Вера Снежная с большим удовольствием, не знаю, как со слезой на данный момент, либо прихлопывая, притопывая, споет песню «Тайга». Даже так, хорошо.
волнуется в трущобах сосняка, а матушка волнуется за своего сынка. Все пишет: береги себя и никуда не лезь. Боюсь я очень за тебя, ведь знаю твою спесь. Тайга укрыта снегом белым, душа бредет по мутным снам. Всю ночь метель о чем-то пела в бараках спящим пацанам, в бараках спящим пацанам. А на дворе метелица, ковер шелковый шьет. Сынку никак не верится, что мамка уж не ждет. Но срок колючей проволокой опутал паренька. Не вырваться ему домой до своего звонка. Тайга укрыта снегом белым, душа бредет по мутным снам. Всю ночь метель о чем-то пела в бараках спящим пацанам, в бараках спящим пацанам. А вьюга с ревом бешеным кружится все сильней. И ночью он кромешною договорился с ней. Рассказывают, в лагере стрельнули паренька, когда бежал он по тайге в трущобах сосняка. Тайга укрыта снегом белым, душа бредет по мутным снам. Всю ночь метель о чем-то пела в бараках спящим пацанам, в бараках спящим. Тайга укрыта снегом белым, душа бредет по мутным снам. Всю ночь метель о чем-то пела в бараках спящим пацанам, в бараках спящим пацанам. Дамы и господа, в эфире программа «К нам приехал» на телеканале «Ля минор». И сегодня у нас в гостях певица Вера Снежная. Верочка, какие титулы, какие премии, награды ты своим творчеством завоевала? Очень кратко. Времени у нас не так много. Ну, может, тогда не надо. Давай я песню спою лучше. Ну, нет, Титулы и надо, награды. надо. Для меня самая большая награда — это когда знают мои песни, когда приходят ко мне на концерты, когда их заказывают на радиостанции. Вот это вот моя самая большая награда. Для меня большой честью было то, что у меня есть вот благодарность от Владимира Владимировича Путина. У меня есть вот медаль дивизии Дзержинского. Я не помню, как это правильно называется. У меня есть медаль Жукова. Как это вот обороны, там, где самое Жуков, главное. он Георгий Константинович был, маршал, помню. Ага. Ну, я хотела сказать, что мне ее вручали в Генштабе, вспомнила, как называется. Там мне позвонили, говорят, можете приехать. Причем, опять же, вот такое стечение обстоятельств. Зазвучала песня тогда «Карточный домик», потом в Питере, в Санкт-Петербурге фестиваль, там мне дали почему-то титул королевы шансона. Ну, очень хорошо. Вот... На этой высокой ноте я предлагаю песня «До свидания». С удовольствием, дорогие мои, приходите на концерт, я вас очень люблю. И огромное спасибо за то, что вы есть. Поем.
тобою быть. Уезжаю, милый мой Серега, снова города, ветер и мечта. Помолюсь опять перед дорогой. До свидания, так обнимемся на дальнюю дорогу. Вы простите, если в чем-то оказалась не права. До свидания, и вернутся журавли весною снова. Ну а с ними прилетит и к вам моя душа. Ну что тебе сказать, прости же и прощай. И не держи обиды, если сможешь. Шумит ночной перрон, печально смотрит он, и в тусклых фонарях застыла осень. До свидания, так обнимемся на дальнюю дорогу. Вы простите, если в чем-то оказалась не права. До свидания, и вернутся журавли весною снова. Ну а с ними прилетит и к вам моя душа. Огни мелькают дни, и в памяти тревожно, когда душа осталась позади. Состав спешит вперед, и сердцу очень больно. И что нас ждет там, мама, впереди? До свидания, так обнимемся на дальнюю дорогу. Вы простите, если в чем-то оказалась не права. До свидания, и вернутся журавли весною снова. Ну а с ними прилетит и к вам моя душа. До свидания, так обнимемся на дальнюю дорогу. Вы простите, если в чем-то оказалась не права. До свидания, и вернутся журавли весною снова. Ну а с ними прилетит и к вам моя душа. Прилетит и к вам моя душа. Прилетит и к вам моя душа. Дебют песни на канале Ля минор. Хорошая такая, с ковбойским таким характером. Гитара очень красиво там Спасибо. звучит гитара. Гена Туксишвили. Ну, он красавец, он красавец. Верочка, о чем ты хотела бы спеть, но еще не спела? Я бы хотела спеть колыбельную для своих сыновей. И Понял. чтобы эта песня стала близка деткам и уважаемым зрителям, слушателям. Теперь наступил момент истины, когда ты наконец-то сможешь сказать слова любви зрителям нашим и своим слушателям. Но Вот теперь недолго, можно. недолго. Совсем недолго. В принципе, все, что я хочу сказать, я говорю в своих песнях. И еще раз низкий вам поклон. Огромное спасибо за ваше внимание. И процветание я бы хотела еще добавить вашему каналу, замечательным, прекрасным людям, которые здесь работают. Огромное спасибо за приглашение. Люблю, целую. Искренне ваша Вера Снежная. И в гостях у нас сегодня нас порадовала, осчастливила Вера Снежная. Спасибо. Спасибо.